Друзья, всем привет! С вами я, Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Ну что, друзья, мы подошли к завершающей серии про Kawasaki ER6N. Мы, по сути, прикрутили на него все, что нам кажется необходимым для какого-нибудь небольшого путешествия. Итак, сегодня последняя деталь – это та сумка на заднее седло, о которой я вам говорил. Конечно же, как всегда, товар этот мы заказали с AliExpress. Единственное, так как мы немного торопились к дате возможного выезда, нам бы по-хорошему заказать ее вот здесь вот с красным логотипом. Но так как мы торопились, сумка у нас с синим логотипом, но я думаю, это сильно нам не помешает. Итак, друзья, давайте смотреть, что за сумка и какой у нее функционал. Итак, для начала, раз у нас с вами обзор, давайте удалим вот эту вот бирочку, которая у нас висит на сумке. Она нам не нужна. Итак. Сумка на заднее седло приблизительно вот так. Она здесь будет стоять. Чуть позже мы проведем с ней установочку. И я покажу, как она туда крепится. А давайте теперь по функционалу. Значит, как и все, по сути, сумки, которые используются либо на бак, либо на заднее сиденье, она может увеличиваться. У нее вот здесь вот есть ремни, которые вы растягиваете. И сумочка вырастает приблизительно в 2 раза. Вот такой вот у нее получается объем. Это, в принципе, очень удобно, когда в дороге у вас появился какой-то багаж незапланированный, или наоборот, вы какую-то теплую подстежку сняли с куртки, она вам мешает, вы можете всегда засунуть ее сюда. Сверху на сумке есть вот такая вот резинка, обычно под нее удобно засунуть перчатки, когда вы останавливаетесь на заправке, или какой-то мелкий груз, который вам мешается под рукой. Также здесь есть вот такой вот удобный карман, вы его оперативно можете открыть, когда сумка у вас установлена. Он довольно-таки глубокий, я не знаю, что туда можно засунуть, наверное, подшлемники или, может быть, салфетки для того, чтобы протереть визор. Но это каждый определит для себя уже сам. В чем большой плюс этой сумки, почему она нам понравилась и почему мы взяли именно ее? Потому что вы видите, у нее вот здесь вот сразу в комплекте идут 2 вот таких вот обалденных ремешка, это плечевые ремни, которые позволяют вам использовать эту сумку как рюкзак. Но это безумно удобно, плюс ко всему она рассчитана на то, что вы можете снять ее с мотоцикла, одеть на плечи и пойти далеко. Здесь еще есть вот такой вот поясной ремень, который вы можете пристегнуть, грубо говоря, к своему поясу, и рюкзак у вас за спиной болтаться не будет. Соответственно, можете куда-то идти, а можете с ним прям в таком состоянии ехать. Плюс ко всему, обычно такого плана сумки, которые рассчитаны быть рюкзаком, здесь просто плоские. А на этой сумке, несмотря на ее довольно-таки бюджетный ценник, видите, даже сделаны вот такие выступы для того, чтобы дышала спина. Обычно такие вещи делаются уже на таких стационарных, нормальных рюкзаках. И посмотрим, что у нас еще идет с этой сумкой, что идет внутри. Кстати, вот по поводу молнии. Молния прорезиненная. Это, соответственно, нам говорит о том, что уже меньше пыли и влаги у нас попадет внутрь сумки. Итак, расстегиваем сумку. Первое, что бросается в глаза, вот здесь вот на этой крышке, где у нас уже с вами есть один наружный карман, здесь еще вот есть такие 2 маленьких кармашка на липучке. Кармашки из сетки, я так понимаю, сюда какую-то мелочевку, телефон, документы можно засунуть, очень удобно. Ты открыл, сразу все под рукой. Внутри сумка пустая, есть вот такие ремни для того, чтобы притянуть какой-то груз, который находится внутри, и по сути все. Сумка жесткая, у нее вот здесь вот идет вставочка и жесткая также крышка. И теперь смотрим, что производитель нам положил внутрь сумки. Здесь вот такой вот пакет. Соответственно, что? Дождевик, понятное дело, да, это основное. Дождевик просто черного цвета, внутри он клеенчатый. Если пошел дождь, вы всегда можете надеть на сумку, чтобы ваш багаж не промок. И вот такой вот небольшой здесь логотип этой фирмы. Я думаю, скорее всего, он еще и светоотражающий. Можно будет проверить это в темноте, посмотреть. Также с сумкой идут вот такие из резинки дополнительные. Пока не понимаю для чего. И, соответственно, 2 ремня. 2 ремня – это те ремни, которые нам нужны для того, чтобы пристегнуть сумку к заднему сиденью, когда мы ее используем не как рюкзак, а именно как сумку на заднее седло. Здесь, соответственно, есть ответные фастексы для того, чтобы все это защелкнуть. Сейчас мы с вами обязательно поставим, посмотрим. А вот эти резинки, насколько я понимаю, это запасные, наверное, вот сюда может быть резинки или еще куда-то, для того, чтобы крепить какие-то дополнительные грузы или какие-то багажи. В общем, каждый, наверное, будет сам для себя определять, для чего они нужны. Итак, еще раз
Сумка используется на заднее сиденье, сумка используется как рюкзак. И, друзья, у нее очень и очень приятный ценник. Я советую вам пройти ниже в описании и посмотреть. Я, как всегда, оставляю ссылку на товар. Я уверен, что это самый, наверное, доступный ценник, который сейчас есть на AliExpress. Все сумки других производителей, которые я также видел на AliExpress, но они стоят значительно дороже. Итак, давайте перейдем к установке на мотоцикл и будем готовить наш Kawasaki ER6N к тому, чтобы он отбыл из моего гаража, потому что на улице уже на самом деле, друзья, весна, потеплело. И его хозяин, конечно же, говорит: слушай, едем куда-то мы, не едем, не знаю, но время отпусков, поэтому время катать. Поэтому это последняя деталь, которую мы сегодня к нему прикручиваем и отпускаем мотоцикл в свободное плавание. Итак, давайте переходить к установке. Итак, моделируем установку сумочки на мотоцикл. Соответственно, ставим утяжечки на место. Благодаря вот этим вот утяжечкам, которые 3 штуки на сумке, сумка меняет свой объем. Итак, сумочка, вот она, вот так она выглядит. Кстати, да, раз я уже сказал о ее функционале как о рюкзаке, я думаю, стоит мне вам ее показать в действии. Вот в чем фишка. Ты сумку снял ее с мотоцикла, кинул за плечи и пошел гулять. Все основное, самое ценное в ней, ты идешь, сумка, ну вот, полноценный рюкзак. Плюс ко всему есть вот здесь вот такой ремень, который, если ты пошел уже, если ты решил заняться прям полноценно хайкингом, сейчас я постараюсь вам показать. Здесь еще есть вот такая стяжка, которая идет посередине. Соответственно, вы можете ее, увеличить по размеру там вашего живота и еще притянуть к себе эту сумку вот этой стяжкой. И тогда у вас будет полноценный рюкзак, который прижат к спине. И даже если куда-то далеко вы пойдете, он не будет вас лупить. Но, друзья, так как мы рассматриваем ее как сумку на седло, мы снимаем этот ремень и снимаем ремни, которые используются как лямки от рюкзака. Кольца все пластиковые и, соответственно, вот эти вот крючки тоже пластиковые. Что радует, это то, что лямки сетчатые, соответственно, они не жаркие. И, в принципе, вы вот это все барахлишко отстегнули, которое вам не нужно, и убираете вовнутрь. Также вовнутрь можно убрать вот эти вот резинки, которых назначение я пока не понимаю. Ну, опять же, каждый сам из вас что-нибудь сюда доприкрутит ими. Итак, застегиваем. И нам, по сути, теперь нужны только вот эти два ремня, которыми эта сумка будет крепиться к заднему сиденью. Сняли заднее сиденье. И теперь наша задача их соединить вместе. Так, ну и с точки зрения аэродинамики, если это у нас хвост, я думаю, будет правильно сумку установить вот таким образом. Вот надпись у нас как раз четко идет, поэтому давайте крепить. Берем два ремня, продеваем под сиденье один и крепим вот на эти фастексы ответные. Подтягиваем этот, подтягиваем этот. Итак, крепим. Вот они, ответные фастексы. Сюда защелкиваем. И на эту сторону защелкиваем. И теперь надо ее притянуть. Тянем этот ремень. Тянем этот ремень. Вот, по сути, нам нужно так стянуть ремни, чтобы ремни не попали на места крепления сумки к мотоциклу и ничему там не мешали. Ну вот примерно подтянули, а потом, когда защелкнется сиденье, у нас будет возможность еще туже подтянуть. Итак, крепим. Смотрим, чтобы ремни никуда не залазили и нам не мешали. Есть. Вот и все. Сиденье стало на место. Теперь мы можем подтянуть эти ремни. Этот. И все. По сути, мы с вами вот, за 5 минут получили стационарный кофр, который теперь всегда на этом мотоцикле. У нас есть возможность в него что-то складывать, грузить. И, соответственно, вы помните, что мы можем легко увеличить его объем. Вот так вот ремни ослабили. И все. И сумка у нас выросла в 2 раза. В принципе, если учитывать то, что мой товарищ жуткий минималист и не любит ничего лишнего, я думаю, эта сумка будет ему как раз.
Это как раз мой ему подарочек. Мы завершаем тюнинг его мотоцикла. И буквально через полчаса, через час он уже заедет, его заберет. И я надеюсь, что весь тюнинг, который мы прикрутили к его мотоциклу, ему понравится. Ну а если начался дождь, вы помните, что в комплекте у нас есть вот этот замечательный дождевик. Вы на сумочку одели, и все. Сумка у вас уже от дождя закрыта. Но имея определенный опыт использования таких сумок, по сути сумка на бак, сумка на заднее сиденье, они сделаны однотипно, мой лично вам совет, как человека, который неоднократно попадает в дождь, мне вообще на дожди везет, в эти сумки всегда то, что вы укладываете, лучше уложить в гермомешок или в какой-то пакет, потому что сверху сумка от дождя закрыта. Но если вы идете 2, 3, 4 часа под дождем, вода начинает проникать под сумку, между сумкой и сиденьем, и сумка становится снизу сырой. Этого вы никак не избежите, ни один чехол от этого не спасет. Поэтому те вещи, которые лежат внутри, особенно если это электроника, фотоаппарат, телефон, лучше все-таки запаковывать во что-то герметичное. Это такой небольшой вам совет на будущее. И, кстати, вот этот карман, который оперативный, он будет очень удобен как раз вот для этого дождевика и, возможно, даже для вашего дождевика, который вы везете с собой. Потому что если дождь пошел, оперативно встали, достали, одели дождевик и помчали. Плюс ко всему, в принципе, эта сумка ничему не мешает. Когда вы садитесь на мотоцикл, она у вас вот здесь вот за поясницей, за спиной появляется у вас небольшая поддержка поясницы. Я думаю, мешаться она не должна. Ну и, собственно, друзья, вот и все. Напомню, с этим мотоциклом, с Kawasaki ER6N, за то время, пока он стоял у меня в гараже, произошло следующее. Мы установили красивые модные поворотники, неоднозначные поворотники. Многие говорят, что их на свету не видно, но, как хозяин сказал, их и оригинальные не видно. Поэтому потестируем в сезоне 2021 года, поймем, обязательно скажем вам. Установили небольшое ветровое стекло, слава богу, вернули назад зеркала боковые, теперь можно вообще смотреть, что происходит за тобой. Но я знаю, что хозяин уже прикупил сюда модные зеркала, и я так понимаю, пока он не будет путешествовать, эти зеркала все-таки куда-то уйдут и станут другие. Но об этом позже. А также появилась вот эта вот сумка для путешествий, теперь ему хотя бы будет куда положить какие-то свои вещи, когда мы все-таки куда-то отправимся. Я очень надеюсь на то, что в этом сезоне, в сезоне 2021 года, мы все-таки с ним куда-то поедем, несмотря на его занятость, несмотря на мою занятость, несмотря на всякую пандемию и все остальное. Поэтому, друзья, я желаю нам отправляться поскорее в какое-нибудь путешествие, ну а вам, друзья, по традиции от себя желаю путешествуйте и всем добра.